Мой отец 1895 года, примерно, точно неизвестно, ну, примерно по моим подсчетам, 1895 года. Так сложилось, что он в детстве, практически в 9-летнем возрасте, остался круглым сиротой. И отца забрали из нашего села родственники матери, и он там рос в доме своих дядей по фамилии Кадзоевы. Мы Костоевы, а они были Кадзоевы. Там он вырос, все эти годы он жил там. Там он женился на моей матери. Они познакомились, где, я точно не знаю, но знаю, что отец ее похитил. Похитил с ее согласия, потому что он круглый сирота, у него ни дома, ни крова своего, ничего нет, кроме маленького земельного участка в селе, где жил его отец, его мать. Ну, конечно, сватать в общем плане ему было, наверное, довольно сложно в конце 1941 года. Отца забрали в армию. Его забрали не в действующую армию, а забрали в так называемую трудовую армию, которая рыла траншеи, заградительные сооружения под Ростовом. Когда Ростов освободили, он вернулся домой. Вместе с ними, с призванными участниками вот этих оборонительных строителей, сооружений, бежали от войны и жители этих мест. С ними вместе оказались две сестры, которые были из-под Воронежа. Они там стали работать вот в хозяйстве, в колхозе, где этот колхоз был, где мы жили, село Якажево. Где-то в 1942 году уже война шла. Отец на ней женился. Русская женщина, Иванова Мария Ивановна. В 1943 году у нее от этого брака у них родилась дочь. Наступил февраль 1944 года. Ну, эту всю, как это делалось, вы прекрасно знаете, как солдаты окружали дом, подъезжали, давали, вот вам дается час, в течение которого вы должны уже сидеть в этом грузовике и так далее. Отца забрали и рано утром 5 часов куда-то там на собрание якобы. Там, оказывается, со всего села мужиков собрали, загнали их в школу, а потом поставили, оказалось, что они все окружены. А это же русская женщина. Начала выяснять у военных, что происходит. Вас должны депортировать мы. Все, грузите свои вещи, там сколько-то килограммов на душу населения. И вот она пришла в нашу избу, где мы были с матерью, начала пеленать своего ребенка. В разговоре военные заподозрили, что она хорошо говорит по-русски, молодая женщина. Они поинтересовались, она кто по национальности, она сказала, я по национальности русская. У меня вот ребенок мой. Ей сказали, ты можешь оставаться здесь, а этих вот мы забираем. Она говорит, а отец? Отец же там в школе окружен, его же не было с нами. Отец поедет с ними. Она сказала, я поеду с ними. Куда они, туда и я. Всех погрузили в машину, привезли на станцию Назрань. Назрань суматоха, муравейник, где кого распределять, подаются эти вагоны, вот эти телятники, скотовозы.
Размещаются со всех сел, туда свозят, выгружают, едут опять, привозят. Вот моя мачеха мне рассказывала в деталях, как это происходило. Она показывала, там около железнодорожного вокзала росли 4 тополя. И по сей день, кажется, они растут высокие. Я, говорит, вас сюда положила, 4, свою девочку, нас 3. Меня, мою сестру и моего братика старшего на 4 года. Вот. Набросала всякие тряпье, показывала дом, говорила, вон с того дома принесла солому, бросила, потому что это было в феврале. Пошла добивать в вагоне место, куда грузить. Мать ваша не умела разговаривать, она сидела на вещичках. В таком положении их везли 27 дней в вагонах. По дороге люди умирали, хоронили. Но об этом у вас очень много информации, без меня. Нас привезли на станцию Джалтырь Акмолинской области. Это Северный Казахстан. Наша семья стала проживать там, в овощехранилище, в подвале. Я помню этот подвал. Вместе со старшими залезали в стоящие вагоны с углем. Мы выбирали, где лежит не рассыпной уголь, а где лежали большие куски. Когда стоит вагон, видно, на какой вагон ты залезешь. Когда он начинал трогаться взад-вперед, уже сигнал дает паровоз, он только тронется, заскакивали туда, и пока он набирал скорость, сбрасывали 5, 6, 10 вот этих больших камней угольных в снег. И нас учили старшие, как прыгать, чтобы не разбиться там вот с этих вагонов. Вот. Надо не прыгать вперед, не назад прыгать, потому что ударишься головой и разобьешься об шпалу там, или об рельсу. А если будешь прыгать по ходу поезда, то в сугроб попадешь, ничего страшного, поковырнешься, поранишься. Ну, уголь собирали, ложили на санки, приносили домой, помогали топить печку. В 1949 году нас с этого рудника, с этой станции перевезли в рудник, где были шахты. Рудник назывался Бестюбе, Сталинского района, тоже Акмолинской области. На окраине этого рудника ровное поле, и на этом поле начали копать землянки все. Совершеннолетние, ну, постарше люди все пошли работать в шахту. Но в этом году я в школу не смог попасть, потому что мы все заболели корью. За 1 месяц умерли 3 в нашей семье. 2 брата и ее дочка, которая была моложе меня, от кори. Все мы лежали больные. Все 7. 3 умерли, 4 выжили. После этого я отца ни седым не помню, он весь был белый. Когда снега сходили с полей пахотных, вот сильные женщины брали такие сумки с ремнем, ходили искать колоски эти. Я с матерью и с мачехой тоже ходил туда за ними. Она мне показывала, какие колоски, потому что бывают просто пустые, там нету зерен. А были колоски, где немножко оставались эти. И их складывал я в эту сумку. Когда они вот так в поле, эти женщины идут, колоски собирают, вдруг появляется наездник, председатель колхоза
да, и он со всего галопом гонял по полю этих женщин, визг, крик, хлестал кнутом, взрывались, там все происходило настолько жутко, что они проклинали и его, и всю эту жизнь, всю эту обстановку. Некоторые плакали, у некоторых кожа была, я помню, одну женщину запомнил, вся кожу этим кнутом снял. Дожидались, пока он уйдет, опять шли, опять собирали колоски эти. Сидишь там, когда уже в школе учился, там газета какая-нибудь попалась, не то, что их там постоянно выписывают или продают, ну, попалась, где-то выбросил кто-то, ну, газета попалась. Сидишь, читаешь. Сидят сильные эти старушки, мужики там, ну, говорят тебе, я же читаю, они же не умеют читать. Вот. И сам, что там написано в этой газете? Там не пишут, когда нас домой отпустят. Они спрашивают. Я говорю, здесь не написано об этом, ничего. Ну, увидишь в букваре или где-нибудь горы, рисунок с горами, ну, бежишь к отцу, показываешь и говоришь ему, папа, это вот наша родина, вот тут написано, допустим, Махачкала, да? Он говорит, ну, вот это не наша родина, но это рядом с нами, там недалеко, там Владикавказ, ну, Орджоникидзе назывался, там что-то такое увидишь. Поэтому дети знали, что мы сильные. Вот. Мы знали только одно, что это сделал Сталин. Все знали. В 1953 году, 5 марта, мы когда шли в школу, сразу рядом напротив школы был большой клуб. Вдруг ни с того ни с сего висевший на стене огромный портрет Сталина оказался обмотанным черной лентой. Но это сейчас понятно, что это знак траура, да? Но мы же тогда не знали, что это такое, да? Пришли в школу, только начались занятия, нас всех в коридоре выстроили. Длинная школа, одноэтажная, барак. Вот. Собрались все учителя, впереди директриса, русская женщина, зауч и преподаватели, учителя. Стали вот так напротив нас, дети, вот умер наш вождь, наш учитель Иосиф Виссарионович Сталин. И зарыдали учителя. Некоторые дети тоже зарыдали. Сегодня занятий не будет, мы вас распускаем домой. Заплакал стоявший рядом со мной мальчик по фамилии Саттаров. Я сейчас точно не помню, но я на 99% вспоминаю смутно, что сильные дети восторженно закричали. И когда нам сказали, больше занятий не будет, и мы все разбежались, я с этим Саттаровым своим, который сидел со мной за партой, подрался. Зачем ты плакал? Помню только слегка подтаявший снег. И во время драки, пока мы барахтались, какой-то огромной силой меня за шиворот подняли, я глянул. Это был наш комендант Гурбанский, комендант над спецпереселенцами. Меня, конечно, охватил ужас. Он знал каждого ребенка, не только взрослого, каждого ребенка он знал, сильных. Сильно ударил меня об землю и сказал, иди вперед. Саттарову тоже сказал, иди вперед. Он немножко всхлипывал, мальчик. Мы шли. Он нас вел, мы знали это здание, он нас вел в комендатуру, куда месяц 3 раза ходили мои родители и все спецпереселенцы отмечаться. Когда мы стали подходить к этому обитому таким высоким этими досками, забором зданию, комендатуры, нам навстречу шли муж с женой, видимо, пара. Мы прошли их,
А комендант с ними остановился, Гурбанский. Стал о чем-то с ними говорить, нам кричит: вон туда, около забора дверь, туда зайдите, я сейчас приду. А уже оставалось там метров 15, наверное. Я поравнялся с этой дверью, и мимо этой двери сиганул. Мне казалось, что за мной сейчас меня будут стрелять по мне. Выбежал на узкоколейку, по которой возили руду. Бежал, куда глаза глядят. Когда я уже немножко успокоился, далеко значительно отбежал, я увидел, там недалеко жили такие же ссыльные. Ихние мальчики учились со мной в других только классах. К ним забежал, но, видимо, женщина поняла, что я что-то наделал, видимо, по моему виду. Сразу спрашивает, она вязала шерсть с веретено. Ты что наделал? Я думаю, как она быстро узнала, что я сделал. Я говорю, я ничего не сделал, а Хусейн дома. Нет, говорю, ничего не пришел. Зачем он тебе? Да нужен. Я хотел, чтобы он пошел, забрал мою сумку и телогрейку вынес со школы, чтобы пойти домой. Я окольными путями сзади подошел к школе своей, перелез через задний забор, не фасадной, а с тыла. Зашел, моя телогрейка висела там, я пошел, взял свою сумку с тетрадями, телогрейку, пришел домой. Смотрю, дома траурная обстановка. Мать сидит, плачет. Мачеха не плачет, но очень удручающая обстановка. Сидит сосед, успокаивает мать. Говорит, ничего, придет он, придет. Оказывается, пока я там куролесил со своими и так далее, милиционер пришел, и отца забрали в комендатуру. Потом другие соседи пришли. Но я-то знаю, что я сделал. Я же не говорю ничего. Пошел там в этой землянке нашей, другую комнату, там сижу, конечно, тревожусь, конечно, по-детски переживаю очень. Мне было обидно, что от того, что умер Сталин, плачет вот этот мальчик, который сидит со мной. Значит, в моей душе, в моем сердце жила эта жестокая ненависть и осознание того, что со мной поступает несправедливо. Что все эти муки, все эти страдания исходят от этого одного человека. Я же помню, как эти женщины напевали, вот когда колоски собирали, я помню, песни они пели, и в песнях были слова Сталину посвященные, чтобы ты не лежал там, где ты будешь захоронен. Он еще был живой. В общем, через какое-то время мы услышали громкий разговор, появляется отец. Сразу, когда раздевается, говорит, а где Иса? Мать говорит, там в комнате. Иди сюда. Сосед сидел, мать, брат старший, все, да. Он говорит, Иса, неужели ты думал, что если ты не подерешься, что этот Сталин оживет? Его забрал к себе более сильный Сталин, чем он сам. Ты причинил нам очень большой ущерб в переводе на наш язык. Матери говорит, у нас есть деньги какие? Но она принесла какой-то кошелек, вытащил 10 рублей. Брату старшему говорит, там милиционер стоит на санях, его на санях привезли, на лошади. Вот, иди с ним съезди туда к коменданту, заплати эти 10 рублей штрафу, да, вот. И обязательно возьми квитанцию, что ты заплатил. Наступил 1957 год, сначала указа там, об отмене вот этой самой подписываться там, ссыльным, потом был указ, значит, восстановлении Чечено-Ингушской республики, как же и другие, мы тоже собрались ехать. У нас уже была корова, какой-то бычок, еще чего-то там. Вот эта изба наша, которую мы строили сами. Все это продали и решили ехать домой.
С этого рудника, там километров 200, приехали до станции ближайшей. Это ближайшая станция, это город Акмолинск, нынешняя Астана, столица Казахстана. Нам сообщают, что выезд всех репрессированных, депортированных людей запретить полностью, ни одного человека не пускать, билеты не продавать, вагоны не выделять, все в связи с тем, что большой наплыв, якобы члены Ингушетии не могут принять такое количество возвращающихся людей. Что делать? На вокзале побыли несколько дней, потом отец сказал, ну, неизвестно ж, когда это отменят этот запрет. Сняли там квартиру, потом сказали, знаете, надо кому-то поехать нелегально на Кавказ, взять паспорта, у меня еще не было паспорта, паспорта взять старших, там на Кавказе у кого-нибудь прописаться и нелегально вернуться обратно в Акмолинск, и уже предъявив эти паспорта, мы, мол, были уже на Кавказе, мы едем домой, вот таким образом уехать. Я вместе с братом, со старшим братом, поехали на Кавказ, это 57-й год, через Москву. Нелегально прятались от контролеров вагонов поездом. Мне было очень интересно, ничего я не хотел, кроме как посмотреть на Сталина. Брат меня ругал, нам некогда, нам надо пересадку. Я с Казанского вокзала убежал, поехал на Красную площадь, отстоял очередь, посмотрел этого идола, вот, и увидел, какая большая разница между тем, каким я его запомнил на портретах, величавого человека, такого красивого, и какое уродство я увидел там. Приехали на Кавказ, дома нашего не было, там бурьян заросло, там развалины какие-то оставались, было видно, что там когда-то было жилье, больше ничего. Ну, нашли каких-то там двоюродных, троюродных родственников, там, которые вернулись уже, и там прописались, вернулись обратно. Но уже не было средств и возможностей, деньги все какие были, уже дело к весне шло. Возможностей не было ехать. А с чем ехать? Дома нету, ничего нету, да? Решили там тормознуться, остались еще. Я сразу поехали мы работать, на заработки сначала поехали дома, строить кошары с братом, там, с мачехой, с отцом. Потом я пошел работать учеником автослесаря. Наступило, уже год я потерял, 8 класс. Я же могу только в 8 класс идти. Я там узнал, что школу рабочих молодежи, что там можно, если ты сдашь там какие-то экзамены за 8 класс, можно сразу пойти в 9 класс в вечерней школе. Закончил вечернюю школу, и я думал, что если случится так, что будет возможность, что я не удастся от этих всех несправедливостей освободиться, я буду поступать справедливо. Я буду юристом. Только потому, что я очень хорошо на себе испытал, что значит несправедливость.